lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание. И как вы уже догадались, сегодня вяжем кардиган. Кардиган вяжется спицами в стиле patchwork, но квадраты мы будем вязать целиковые. Мы не будем отдельно их сшивать, будет все у нас единое вязание. Вяжется оно в 3 этапа, то есть сначала мы вывязываем спинку, потом будут отдельно вывязываться правые и левые полочки, и отдельно у нас вывязываются рукава. И вшиваться у нас только будут рукава, и по бокам мы будем сшивать полочки со спинкой. И сам рукав еще сшивать будем. Вязал я на размер примерно S-M. По ширине сейчас вам скажу, сколько вышло у меня. Так, ширина кардигана 50 примерно 6 сантиметров. И высота кардигана 47 сантиметров. Длина рукава вместе с манжетой, где-то 45 сантиметров. Приступим к вязанию. Для вязания кардигана нам понадобится пряжа. Я использую Alize Superlano Maxi в 100 граммах 100 метров. У меня 3 оттенка будет. Плюс я еще к розовому или к белому буду добавлять еще ниточку для разнообразия. Вы можете использовать такую цветовую гамму, можете другую, любую цветовую гамму. Либо другие нитки, другую пряжу, но чтобы метраж был у нас 100 грамм 100 метров. Вот розовая пряжа у меня идет цвет 204. Вот этот молочный цвет идет, сейчас скажу вам, 62. И бордовый это 57 у нас цвет. Также нам понадобятся спицы. У меня 7 миллиметров 100 сантиметров. Приступим к вязанию. Первым этапом у нас будет вывязывание спинки. На спицы нам нужно набрать сейчас 82 петли. Смотать нужно такой достаточно большой конец. И набираем 82 петли. 3, 4. После того, как мы набрали 82 петли, будем вывязывать с вами резинку. Резинка будет идти у нас 2 на 2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные и чередуются. Вязать мы будем поворотными рядами туда-обратно. Итак, первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Дальше 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2. И снова 2 лицевые. 1, 2, 2 изнаночные. 1, 2. И так до конца ряда. Вот я довязала ряд до конца, закончила 2 изнаночными, и последняя у меня кромочная. Я ее провязала лицевой. Переворачиваем вязание. И второй ряд вяжем снова. 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый кромочный мы снимаем и провязываем. 2 лицевые, как по рисунку у нас идет, и 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, мы вяжем до конца ряда. И вот этой резинки нам нужно провязать 5 сантиметров.
Я провязала резинку 5 сантиметров. Вот покажу. 5 сантиметров. Закончила я вывязывать 7 рядом. То есть 7 рядов резинки я провязала. Дальше мы будем уже вывязывать квадраты. Вам нужно заранее как-то вот где-то, может быть, нарисовать или распределить в уме, как вы должны их разместить. У меня первый квадрат идет розовый. Либо можете делать так, как я делаю. Так, вот эта ниточка нам уже не нужна. Мы ее отрезаем. Ну, примерно хвостик оставить, чтобы завязать нам. Так, берем розовый цвет. У меня первый розовый идет. Так, первый кромочный мы снимаем вот на эту спицу. Дальше переворачиваем на изнаночную сторону, и нам нужно вот эти две ниточки связать. Связываем. Переворачиваем на лицевую сторону. Итак, первую мы сняли, это кромочная. И дальше будем вязать 16 петель розового цвета лицевыми. Итак, вяжем 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Первый квадрат мы провязали. Дальше присоединяем нитку второго квадрата. У меня она идет белая. И к ней я еще вот такую пушистую для разнообразия добавила. Привязываем также ее к розовой нити. И вяжем второй квадрат 16 петель лицевыми. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Это мы провязали второй квадрат. Следующий присоединяем третий квадрат. Он у меня идет тоже розовый, но вот с такой тоже белой ниточкой я добавила к нему. Привязываем также к нитке второго квадрата и вяжем третий квадрат, также 16 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Четвертый квадрат присоединяем. Он у меня идет просто белый цвет. Также привязываем. Вяжем четвертый квадрат, 16 петель, также лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
И последний квадрат у меня идет цвет бордо. Мы его также привязываем к нити 4-го квадрата. Закрепляем. И провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Последнюю кромочную мы провязываем лицевой этим цветом. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночные ряды вяжем изнаночными. Вяжем опять по квадратам. То есть первый у нас теперь идет бордо, мы его вяжем изнаночным 16 петель. Вот, провязали, да? Дошли до 2-го квадрата. И нам нужно вот эту вот ниточку перехлестнуть. Вот. И потуже вот так вот затянуть. Переходим на другую нить и вяжем 2-й квадрат белого цвета. Так вот прям подтяните потуже. И провязываем 16 петель этого цвета. Тут уже можно не считать, а тут уже по цветам видно, так, куда нам вязать. Дошли до другого квадрата, также берем, перехлестываем, перекидываем нитку, подтягиваем и вяжем следующий квадрат другим цветом. Снова дошли до другого квадрата, перекидываем нить и вяжем другим цветом следующий квадрат. И последний у нас остался. Мы также вот перекидываем ниточку, затягиваем и вяжем изнаночными последний квадрат розового цвета. Вот мы довязали квадрат, и осталась у нас последняя кромочная, я ее провязываю просто лицевой. Переворачиваем на лицевую сторону,
И вот так у нас получилось, что распределились квадраты. Теперь нужно продолжать вязать лицевыми в лицевых рядах, изнаночными в изнаночных рядах, квадраты по цветам вязать. В ширину у нас квадрат вышел 13 сантиметров. Вот 13 сантиметров. Значит, высоту нам нужно связать тоже 13 сантиметров квадратов. Я довязала квадраты на нужную мне высоту. То есть это 13 сантиметров. 13 сантиметров у нас в длину и 13 сантиметров у нас в ширину. Дальше будем вязать второй ряд уже квадратов и будем менять цвет. То есть если первый у нас был розовый, то следующий у меня идет бордо, следующий ряд квадрата. Привязываем мы его вот к розовой нитке. Ниточку розовую мы обрезаем. И вяжем снова лицевыми 16 петель квадрата. Первую мы снимаем. И другого цвета вяжем квадрат. Так, вот провязали. Мы переворачиваем на изнаночную сторону. Дальше нам нужно будет привязать следующую нитку. У меня это идет розовая. Мы ее привязываем к бордовой. Просто узелком привязываем. Вот. Здесь у меня была белая. Мы ее отрезаем. Все, она нам не нужна. И вот эту белую нужно нам тоже закрепить. Мы ее привязываем вот к розовому концу. Все, все ниточки у нас вот так вот закреплены. Это лишние длины мы отрезаем. И дальше вяжем розовым цветом следующий квадрат. Также 16 петель лицевыми. Итак, довязали второй квадрат и снова меняем цвет. Следующий у меня идет белый. И точно так же мы привязываем его к розовому узелком. Привязали. До этого тоже был у меня вот розовый цвет с белым. Я уже ниточку отрезала. И ее нужно тоже соединить вот с белой ниточкой. Также все, узелки у нас завязаны. И продолжаем вязать белым цветом 16 петель, следующий квадрат.
Довязали еще один квадрат. Переходим к следующему. Следующий у меня цвет бордо. Также все привязываем. Белые нитки. И здесь у меня был белый цвет. Мы тоже это все привязываем узелочком. Лучше 2 сделать. Вот. И вяжем другим цветом еще один квадрат. И остался последний квадрат он у нас. Я ниточку уже бордо отрезала. Следующий у меня идет белый. Белый с пушистой ниткой. И также привязываем к ниточке следующий цвет. Привязали. Здесь был у нас квадрат тоже цвета бордо. Мы его привязываем к ниточку тоже. Завязываем 2 узелка. Все, привязали. И вяжем белым цветом последний квадрат. Все. И последний у нас лицевая идет, кромочная. Мы поменяли цвета квадратов и продолжаем теперь вывязывать таким цветом их. Вяжем опять в высоту 13 сантиметров. Если это в рядах, то это 24 ряда у меня вышло в высоту. В ширину 13 сантиметров, 16 петель. Вот я довязала второй ряд квадратов. Переходим к третьему ряду, меняем цвет. Точно так же. У меня первый идет белый теперь. Ниточки я уже вот обрезала, которые были цвета. Вот, берем белый цвет снова и привязываем к бордовому. Завязываем и вяжем 16 петель первого квадрата белым цветом. Лицевыми. Первую мы снимаем и провязываем лицевыми. Все, провязали. Следующий цвет у меня идет бордо. Привязываем его к белому цвету. И вот этот розовый цвет от прошлого квадрата тоже вместе связываем с бордо. Закрепляем его. И вяжем второй квадрат.
Так, довязали до третьего квадрата. Третий у меня идет розовый с белым. Я его смешала. Розовый с белым. Привязываем бордо. Привязали. И еще привязываем вот эту белую нитку от прошлого квадрата. Также все связываем. И вяжем теперь розовым. Розовым третий квадрат. Так, следующий четвертый квадрат у меня снова идет белый. Мы берем белый. Привязываем к розовому. Закрепляем. И привязываем от прошлого бордо тоже ниточку. Все, закрепили. И вяжем теперь белым. Четвертый квадрат. Так, и последний у нас будет розовый. Все точно так же привязываем к белому, к белой ниточке. Привязали. И от белого квадрата тоже ниточку привязываем. Вот так вот. Все, привязали. И последний квадрат провязываем розовым. И последняя лицевая. Все, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и продолжаем вывязывать этими цветами квадраты. То есть третий ряд квадратов будет у нас. Я провязала еще ряд квадратов, это третий ряд. Присоединила уже четвертый ряд квадратов цвета. Розовый, белый, бордо, розовый, бордо. Четвертый ряд нужно вязать до середины. То есть у меня 24 ряда, соответственно, 12 рядов провязываем. И после мы уже будем вывязывать отдельно перед с одной стороны и с другой стороны. Итак, я дошла до середины квадрата, провязала 12 рядов. Теперь нам нужно вот эти 3 квадрата, последние 3 квадрата переснять на запасную спицу. Они нам пока не пригодятся. То есть мы их просто переснимем, чтобы просто вот перекидываем на другую спицу. Я пересняла 3 квадрата на дополнительные спицы. Вот 3 квадрата. Их мы вязать теперь не будем пока. Будем работать с первыми 2 квадратами. Будем вывязывать перед. Это будет правая полочка.
Так как мы уже половину цвета такого связали, нам нужно будет довязать еще половину этих цветов и потом уже менять цвета квадратов. Но для начала нам нужно одну петлю с вот этого третьего квадрата переснять на вот эту спицу. Сейчас объясню почему. Квадрат у нас состоит из 16 петель, и с краю должна быть кромочная с одного, и с другого должны быть кромочные. И в середине у нас должно по 16 петель одного квадрата, 16 петель другого квадрата. То есть в итоге у нас должно быть 34 петли на вот спицы. И вязать поворотными рядами продолжаем вот эти два квадрата. Вот я довязала 2 квадрата до конца, 24 ряда. Дальше нам нужно поменять цвета квадратов. Первый теперь у меня пойдет белый, вот пушистый, и второй розовый с белым. И их тоже нужно будет провязать целиком. Туда-обратно, второй ряд квадратов. Я довязала еще квадрат второго ряда, вот переда, вот первый квадраты, вот второй ряд квадратов. И нужно еще третий ряд квадратов связать. У меня идет первый бордо, вот я уже привязала, и второй будет белый. Их тоже полностью провязываем. Продолжаем вязать перед, и нам осталось связать еще один ряд квадратов, последний. У меня будет первый идти белый. Мы его снова привязываем. Вот. И второй квадрат у меня будет розовый. Мы его привязываем к белому. И вывязываем еще 2 квадрата. Я довязала 2 квадрата переда. Это правая у нас полочка. Вот получилось 1, 2, 3 ряда. Дальше мы будем с вами вывязывать резинку. Резинка опять у нас пойдет 2 на 2, 5 сантиметров. Но для начала нам нужно первый лицевой ряд провязать просто лицевыми. Так как я закончила белыми нитками, то я ей продолжу вязать. Если у вас тут другой цвет, вам нужно поменять на белый, так как у нас резинка идет белого цвета. Итак, первый ряд мы просто провязываем с вами лицевыми. Первый мы снимаем и провязываем лицевыми. Дальше переходим на второй квадрат и также провязываем лицевыми белыми нитками. Так, провязали ряд лицевых, переворачиваем на изнаночную сторону. Так, перевернули на изнаночную сторону, и теперь будем вывязывать с вами резинку. Первую мы снимаем, это кромочная, дальше идет резинка 2 на 2. Начинается она с изнаночных двух, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые, 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 2 изнаночные, и последние у нас будут 2 лицевые, 1, 2,
И третья лицевая — это кромочная. Все, переворачиваем на лицевую сторону. И дальше продолжаем с вами вязать резинку. Связать нам нужно 5 сантиметров резинки, как здесь. То есть изначально. Здесь нужно нам довязать, получается, еще 6 рядов провязать. Закончить нужно вот изнаночным рядом. Я довязала резинку 5 сантиметров, она у меня вышла. То есть вам покажу. Вот 5 сантиметров резинки. Теперь нам нужно этот край закрыть с вами. Закрывать будем следующим образом. Провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку. Провязали. Вот эту петлю возвращаем на спицу левую. И снова провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Сняли. Перекинули на спицу. Провязали 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова сняли, перекинули, провязали. Перекинули, 2 вместе провязали. Снова перекинули. Вот так вот у нас будет закрываться край. И так до конца ряда. И вот дошли до 2 последних. Также провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот осталась у нас 1 петелька. Вот ниточку мы не отрезаем, ее нужно оставить, потому что мы дальше потом будем опять вязать резинку, но уже по краю, вот по краю вот всей полочки. Но сначала нам нужно связать еще левую часть переда, то есть левую полочку. Поэтому нужно оставить нитку, моточек, как-то закрепить. Вот, чтобы нам потом не разделять, не привязывать. И теперь переходим на левую часть переда, левую полочку. Значит, будем снова вывязывать, как и правую, 2 квадрата, только уже вот с левой стороны. То есть нам нужно продолжить вот этим цветом. Квадрат нужно довязать полностью, и розовым цветом квадрат полностью. Итак, я пересняла на рабочую спицу 2 квадрата. И теперь мне нужно перекинуть с середины 1 петлю, чтобы была кромочная. Все. Эта середина нам не нужна. И продолжаем вязать квадраты с вами. Это мы провязываем просто лицевой. И дальше вывязываем квадраты вот до нужной нам уже высоты, да, то есть здесь у нас половина связана, еще половину нужно будет связать. Я довязала квадраты до конца этими цветами. Следующий квадрат у меня пойдут белый с пушистым и розовый с белым. И продолжаем снова вывязывать второй ряд квадратов этими цветами. Вот я провязала еще ряд квадратов и снова меняем цвета. Первый у меня пойдет просто розовый, и второй у меня пойдет просто белый. И вяжем 3-й ряд квадратов. Я довязала еще квадраты розовый и белый. И остался последний ряд квадратов у нас нам связать. Я буду первый вязать белый, уже ниточку привязала. И второй у меня будет цвет бордо. И также их вывязываем целиком. Итак, я довязала все квадраты левой полочки. Вот у нас 2, 3, 4 ряда. Теперь нам нужно, как и на правой полочке, связать резинку. Закончила я снова белый. Вот, если у вас другая нитка, то вам нужно поменять ее на белый. И нужно первый ряд нам провязать просто лицевыми, как и на правой полочке. Первый мы снимаем и вяжем лицевыми. До конца ряда. Перешли на изнаночную сторону и будем вывязывать с вами резинку 2 на 2. Первую мы снимаем кромочную, и первые 2 у нас идут изнаночные. Раз, 2. Дальше 2 лицевые. Раз, 2. И чередуем 2 изнаночные,
2 лицевые. И так до конца ряда. Довязал до конца ряд. Закончил я 2 лицевые, у меня получается, и последняя кромочная лицевая. Переворачиваем на лицевую сторону вязания и продолжаем вязать резинку 5 сантиметров. Нам еще нужно связать 6 рядов, закончить изнаночным. Так, я довязала резинку 5 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Вот 5 сантиметров резинки. Теперь нам нужно эти петли будет закрыть, как и на правой полочке. Провязываю вот 2 вместе. Две вместе лицевой за заднюю стенку. Петлю перекидываем, возвращаем на спицу и провязываем ее с другой петлей. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И продолжаем таким образом закрывать петли. Вот так должно получиться. И продолжаем так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, у меня осталось вот 2 петельки. Мы их провязываем также 2 вместе. Вот, и с этой стороны ниточку мы обрезаем. Вот, и еще делаем одну вот так петельку. Вот. Все, чтобы зафиксировать. Вот так мы закрыли левую полочку с вами.